Друзья, добро пожаловать в Иран, и сегодняшний наш выпуск будет посвящен полностью иранской кухне. И сразу первая неудача. Сегодня какой-то непонятный день, в плане непонятный, все закрыто. Спустился вниз, вышел, повернул налево, возле отеля находится заведение. Меню непонятное мне, на английском, естественно, вообще на русском никто не разговаривает. Кроме слова «джуджа» я ничего не понял. И, по-моему, кроме «джуджа» там ничего больше не было. Потому что он только «джуджа», «джуджа», «джуджа». «Джуджа» — это курица. Ищем другое заведение. Попытка номер 2 в это же заведение. Объяснил, что мне нужен кебаб. Мне дали вот такой вот салат. Так как сегодня все закрыто, это самое, наверное, крутое заведение. Потому что, я не знаю, какой-то сегодня или праздник, или выходные. И вот такую вот штуку мне дали. Не дали, а вернее, сам взял. Жду кебаб. Вскрыл я вот эту вот штуку. Салат заправил каким-то соусом, майонезом, я не знаю. Сначала попробуем вот эту вот штуку. Наверное, половина из вас даже не поймет, что это такое. Есть такое блюдо в Азербайджане, называется довга. Только вот эта штука, она более густая и более плотная. Маргарин мы точно есть не будем, мы его убираем в сторону. Маргарин нам не интересен. Принесли какой-то кебаб. В общем, здесь 2 люля, рис, одна часть риса подкрашенная, другая часть риса обыкновенная белая, один поджаристый вот такой вот помидор и 6 картошек. Рис очень и очень какой-то мелкий. Начнем с риса. Рис как рис. Вот эту штуку еще раз. Ну и самое главное — это мясо. Блин, это очень вкусно. Честно, я уже попробовал такое блюдо, только не в этом заведении, а в другом. И кебабы здесь просто отменные. В любую забегаловку зайди, и все будет вкусно. Сбрызнем его лаймом. Возьмем немножко салата. Рис, правда, суховатый. Наверное, такой должен быть. Теперь попробуем кебаб, смоченный соком лайма. Очень вкусно. Или я голодный, или очень вкусно. Не зря, когда я собирал информацию по еде Ирана, во всех статьях написано, что сделай акцент на кебабы. На этом кебабе мы точно не остановимся. Я думаю, что я буду их пробовать по максимуму. Ну так вот, уеду из страны и скажу: друзья, когда поедете в Иран, попробуйте кебаб. И еще кусочек кебаба.
И еще вот этой штуки. Блин, реально вкусно. Рис так себе, а кебаб бомба. Чуть-чуть салата. Последний кадр вам показываю этого кебаба. В кебаб повар вкладывает душу. День второй. Едем на площадь имама Хомейни. Там, говорят, много стритфуда. Подъехало наше такси. Бабушка чуть не села в наше такси. Но она, похоже, плохо видит, поэтому она уперлась на машину и на ощупь вдоль прошла. Почему едем на такси? Потому что здесь какие-то зеленые экологические зоны, где ставить машину нельзя. Могут поднять ее, увезти ее эвакуатором. Поэтому и штраф еще получить. Поэтому едем на такси. Привет. Вот моя знакомая попросила меня кебаба и гранатного сока. И еще много чего-то, который там белок много. Еще компенсировался. Правильно? Да. А вы думаете, зачем? Мы на месте. Здесь курица. А это как называется? Это фарш. Мясо фарш. Ничего. Стамбул. Турецкий, кебаб. да? Да. Стамбул. Но мы рано приехали. Еще все не открыты. Начинают работать. Так, а здесь что такое? Это лук. Здесь будет кебаб такой, который вращается. Люль-кебаб. Вот начинается как раз. Рановато мы приехали. Я думаю, часа через 2 сюда. Самый смак. Но в некоторых точках уже кебабы жарятся. И очень хочу попробовать кебаб со свежей мятой. Смотрел других блогеров, читал статьи, что мята придает пикантный вкус кебабу. Поэтому мята по-любому должна во мне быть сегодня. Иранская точка. Иранский фастфуд. Они тоже еще не готовы. Мы уже прошли 200 метров. Но конца и края не видно этой улицы. Стулья подняты. Булки стоят в мешках. Еды нет. Третий раз выключаю камеру. Постоянно болгарка включается, как только мы начинаем. Пытаемся начать. Вот так. Что я увидел? Мустафа сначала побрызгал лимоном все это дело. Повторяем. Это не так много, на самом деле. 2 яйца голубиных. Вкусная яичница. Но если у вас изжога и повышенная кислотность, то я думаю, это блюдо не для вас. Это вкусно. Для меня такие яичницы, омлеты привычны, потому что я родился в Азербайджане, и у нас и с зеленью яичницу готовили, и с лоби, совсем чем угодно. С помидорами тоже.
и с луком репчатым. Вкусная штука. Вкусная. Так как все эти последние дни мы пьем другие напитки, попробовали 7-Up местный. 7-Up как 7-Up. Отличный завтрак. Едем на север. Не будем мы ждать, пока все это откроется. На север в Дербент. Там, говорят, самое прохладное место в Тегеране. Ну, там очень комфортно. И там вкусные кебабы. Я очень сильно хочу попробовать кебаб с мятой. Больше ничего не хочу, как этот кебаб. Такси номер 2. Можно было поехать, в принципе, на мотоциклах. Это тоже такси. Такие байки, мотоциклы. Оно подешевле, с ветерком. Но мы уже заказали машину. И приложение всегда спрашивает, включал ли вам водитель кондиционер. Если не включал, то там, рейтинг, статус его падает. Имейте в виду. Ну, без местного, не зная фарси, тут невозможно. Ни цены не понимаешь. Тебе просто приносят чек с какими-то символами, вот так давайте, мягко скажем. Пока тебе на калькуляторе не покажут, можно долго смотреть на эти символы. Самые большие посольства в Иране — это посольство Китая, России и Америки. Америки от него осталось одно помещение, оно не функционирует. Российское большое, оно находится в центре Тегерана. И самое последнее посольство, наверное, самое крупное, потому что оно позже образовалось, им дали больше территорий, это посольство Китая. По территории оно больше даже, чем посольство России. Вот. И еще и в Иране у нас есть посольство Советского Союза. Вот. Так что кроме посольства Российской Федерации, тут еще тоже у нас есть. И называется сейчас Центр восточных политических дел исследований. Вот. И вот это место тоже на самом деле управляется посольством Российской Федерации. Но я тебя удобно снимаю сейчас? Нормально, мне очень удобно. Сверху вниз. Да, ветер, вот кондиционер, видишь, ухо уже замерзло. Анор, Да. кебаб. Да, сейчас едем вот в центр, на север, вот там, За кебабами. за кебабами точно. Тебе нравятся кебабы? Да, очень Или нравится. больше гранатовый сок? Обои, еще орехи. Стаканчик. Теперь понятно, почему на севере Тегерана прохладно. Потому что мы едем постоянно в гору, в гору, в гору. И уже водитель говорит, открывайте окна, я отключаю кондиционер, потому что машина умрет сейчас. Нагрузка на двигатель. И здесь даже с открытыми окнами уже чувствуется прохладно и комфортно. Поэтому в Тегеране самые дорогие квартиры, дома, недвижка не в центре, а именно на севере. Из-за того, что жаркий климат, а здесь прохладно. Очень комфортная температура здесь. Горы. Практически пик. Прохладно. Все стараются в жаркое время приехать сюда. Гуляют, отдыхают. Романтические встречи назначают друг другу. Едят гранаты. И все с этим связано. Кто не знает, при чем здесь гранаты, он вам как-нибудь объяснит. Привет, привет.
Это понадобится когда. Сладости, сладости. Но мы не любители сладости, поэтому даже пробовать не стали. Что-то здесь шумит. Скорее всего, река. Я думаю, далеко не нужно ходить. Заходим вот прям в первый попавшийся ресторан, да? Да. Ресторан, кафе. И все. На входе нас встречают львы. Вышли из этого заведения, там у них идет уборка генеральная. Видно, мы самые первые. Соответственно, все будет не первой свежести. Рестораны тоже еще не Здесь реально начинались. красиво. Всем Ты не советую пойдешь? сюда приехать. Все, кто будет в Тегеране. Единственный напряг, что это в гору постоянно идешь, а так все классно. Послушаем Фауста и пойдем в это оранжевое помещение. Да. Открывайся, мы будем первые. Смотри, это осел был. Похоже, закрыто. Мы слишком рано везде едем. Куда пойдем? Это... Думаю, это... Закрыто. Ну, это открыто точно. Можно? Что-то я пошел. Туда пойдем? Да, да. Пошли туда. Еще раз повторюсь. Пешеходный трафик, машины вас не уважают. Мы никак не сядем. Мы уже полчаса ходим, никак не сядем. Здесь настолько все круто. У меня нет слов. Здесь просто бомбически. Там еще есть. Давай вон там сядем вниз. Все в цветочках, в пальмах. Официанты. Ишаки орут. Прелестно. Да, давай здесь сядем. Давай. Мы вдвоем. Ты и я. I and you. Окей. Давай. Что, я с тобой рядом? Нет, ты напротив всегда. Мы как влюбленная пара, мы должны сидеть напротив друг друга. Красно. И вокруг все красное, между прочим, это... Я не знаю, почему, или этот цвет, он здесь будоражит людей, или нравится, но красный присутствует везде. В этом заведении мы заказали шашлык из баранины, ребра, кока-колу и чай. Потому что нам нужно будет по максимуму сегодня пройти. Попросил суп, предложили какой-то молочный с ячменем. Я с молоком не дружу, поэтому отказались мы от него. Узнав, что ты из России, видно, тут не принципиально из какой страны ты, ставят на стол флаг той страны, откуда турист. Вот. Он из Ирана, он из России. Чай с печенькой. Не знаю, что это такое. Шоколадка, наверное. Сахар? Да. Сахар. И цветочек. Местный хлеб. Лаваш в пупырышку. А, это навод. Давай. Но мы без навода. У меня такое ощущение, что я на свидание пришел. Сейчас снимается? Да. Отлично. Ты ешь печеньку? Я нет. Целуют друг друга. Господи. Камера бегает за нами. Он сильно сладкий? Да нет. Ну, короче, добавим чуть-чуть. Иранцы, они романтики.
Я это уже понял. Очень сильно поменял мнение про эту страну. Нас фотографируют. Нужно занять позу. Вот, Еще? Да. Еще. Еще. Все. Короче, вкусно. Не чай, а сказка. Мясо наше приехало. Берем хлебец. Достаем. Так, наверное, я все-таки в хлебец вот так вот сделаю. Добавлю картошку, огурец, лук. Мяту нам принесли, мы попросили в конце. Вот эту штуку. Что-то красное. Красное — это капуста. И муха, короче, прилетела. Как назло. Да что такое? Муха атакует. Да. Я не знаю, как другие блюда, но шашлыки в Иране умеют готовить. Очень вкусно. У меня нет слов. Вот. Иногда хочется сказать, что вкусно, чтобы не обидеть. Здесь вот говоришь вкусно, потому что вкусно. Ну, не всегда я правду говорю, что прям реально, если уж прям не то, конечно, приходится говорить, что не то. Но мне понравилось. И всегда идет лайм. Ты же не против, да? Да. Еще один бутерброд делаем. Раз. Два. Мята. Лук. Вот это красная капуста. Из него сок прям течет. Мясо мягкое-мягкое. Мята обязательно. Это мясо можно есть губами. Настолько оно нежное. 5 из 5. Знаешь, Денис, у нас в Иране, когда еда вкусная, надо уже плакать. От Плакать. счастья? От счастья. От счастья. От счастья. Как первый поцелуй, да? Не говори. Как первый поцелуй. Любовь на первый взгляд. Спасибо этому дому. Ташакур. $22 стоило данное блюдо. Здесь ресторан, здесь не кафе. Поэтому мне кажется, что это адекватная цена. И сразу отсюда мы переходим в другое заведение. Блин, меня это задолбало уже этикетка. Вот это вот.
Я никак не отрежу. Пытаемся попасть сюда. Со второго раза. Ну, реально круто, согласитесь? Все в цветочках. Просто бомбически. У меня нет слов. Здесь пахнет цветами всевозможными. Так, ну а поднимаемся мы повыше. Что, здесь сядем? Или еще выше? Любой этаж, который сам выбираешь. Давай вот туда вот Да, повыше. пошли, идем. Вот здесь вот отличное место. Принесли наш кебаб молотый, люля. Не знаю, как еще его называют. Пробуем. Здесь вот так вот возьмем. Подача такая же, только здесь добавили вот эту вот штуку, перчик. Картошечка. Лайм. Муса, ты не хочешь отведать люля-кебаба? Ем. Вкусно. Страна кебабов. Реально, это так и есть. То есть каждому люля подают пару жареных помидоров на огне. Огурчик соленый. Вкусно. Вы не думайте, что порции маленькие. Мы заказываем одну на двоих. Одной на взрослого мужика достаточно. Здесь еще и хлеб есть. Прям супер. Местное пиво безалкогольное есть в каждом заведении. Дети у вас пьют его? Да. Да? И дети пьют? И дети пьют. Как сок. Это сок здесь. Да. Перец не острый. И еще зачем-то морковку вареную. Морковка, да. Я столько рассказываю, но не рассказал про плотность. Средней плотности при нажимании выделяется сок. Оно как будто взбитое. И чувствуется, что много мяса. Без добавки есть, но их не так много. Чтобы девушка нормально смогла сходить в горе и рыбачить, надо по 2-3 вот такие люля-кебаб скушать в день. Вот.
Вкусно? Офигенно. Да. А тебе как? Нет, это его. Ишак орет, слышь? Да. И шаг орёт. Сюда, кстати, машинам нельзя ехать. На ишаках привезут мясо, воды. Ну, сейчас вот это место, это конец города уже. А на ишаках можно еду возить? Это же харамное животное. Или ничего такого, как перевозка Мясо? можно? Да. Мясо его кушать? Не кушать. Продукты можно на нем возить? Не Да. проблема? Нет, А, почему? ну ты же как перевозку, да, его? Он же харам, Да. животное? Но возить на нем можно. Нет, ишак не харам. Но Да. лучше его не есть. Не харам? Нет, почему? Нормальный животник, умный. Между прочим, очень-очень умный животный. Все думают, что он такой осел. Он придурок какой-то. Ну, нет. Вот видишь, кричит, жалуется, блядь. Не надо матюкаться. Умный. Короче, чтобы девушка могла спокойно рыбачить, надо вот такой люли-кебаб есть, еще из бараньи ребры, шашлыки. Откуда они столько цветов берут? Ужин. В общем, блюдо обошлось нам это вместе с 2 баночками пива и что там, ну вода это, наверное, идет в комплекте. $10. 10. В 2 раза дешевле, чем в первом заведении. И довольно-таки тоже сытно. Ну, мы хлеб не едим. Хлеб везде однотипный. Это лаваш в пупырышках. Как здесь все пахнет. Над головой у нас орех. Здесь все фотографируются. Все женщины. Как здесь пахнет, реально пахнет. Блин. Это место для романтических встреч. Решили пока тормознуть с блюдами. Еще хочешь пару ресторанчиков посмотреть? Не, давай мы сначала туда сходим. Хорошо. Сейчас идем на фуникулер. Немножко нужно развеяться, потому что из кафешки в кафешку это как-то не очень. Надо немножко подвигаться. Когда мы пришли, здесь поменьше народу было. Сейчас все оживилось. И здесь вечером нет места, чтобы ходить. И здесь еще крыша Тегерана. Можем посмотреть, как хлеб пекут? Здесь стоит у них специальная машинка, которая все делает сама. То есть раскатывает тесто. Очень много сладостей и даже названия не буду спрашивать. Их очень много. Часто вижу орехи в воде, лимоны в воде. Для чего это делается? Чтобы всегда были свежие. То есть не усохшие, чтобы такие что его набухшие. кожа очень без кожи. А лимоны? Ну, с лимонами то же самое. Фуникулер. $12 на двоих. Не дешевый Иран. Смотря сколько ехать, в принципе. Если там ехать 22 часа, то нормально. На одного. Я подошел и смотрю на вот эти сварочные швы. Блин, 2. Я-то не маленький. Не дай бог еще упадем. Не довезу контент до дома. Мы не одни едем. Еще едет парочка.
А еще знаете, что заметил? Что в Иране часто очень употребляются уменьшительно-ласкательные суффиксы. Это здесь нормальное явление. Денисочка, Петечка, Ванечка, Мустафочка. Ну, то есть утонченное все. Здесь уже что-то страшновато. Аж дух захватывает. Вниз посмотрел, не по себе стало. Но мы не на такой высоте поедем, и это радует. А рюкзак как? Слушай, мне уже страшно. Я закрываю глаза. Тебе страшно? Зачем охуенно? Тихо, все, тихо. Не, нормально, все. Так. Ходим. Блин, лучше с закрытыми глазами ехать. А, не играетесь? Да, не шутите. Фу, ну сначала было, да, так страшно? Да, Сейчас уже поспокойнее. да, Сейчас мы уже как терминаторы. вообще. Нормально. Очень прохладно здесь. Но солнышко все равно пригревает. Посмотри вниз. Ого. Лучше не смотреть. Ну посмотри, Хотя мы пожалуйста. терминаторы вообще. Вообще, видите, никакой защиты здесь нету. И над ней вот это стульчик Ой, сидит. вот здесь вообще, вот вниз смотри. О, что ты смотрел? Здесь Поспать хочется, здесь хочется хочется. закрыть, не открывать глаза. Да. Еще и прикольно, это постоянно предупреждение идет, что не шутите. Ну как тут можешь шутить? Тут страшно и так, без шуток. Да. Он двумя руками, Не шутите, не пиздите. Вообще. Господи. он двумя руками вцепился. А это что это такое? Я не знаю, Денис. Ребята, действительно, попробуйте вот эту штучку в Иране. Вам будет очень приятно. Как сейчас мы съели кебабы, все уже. Все, желудок уже все, работало уже. Слушай, вот пока не посмотришь вниз, себя чувствуешь отлично. Вот О, да, лучше не смотреть. Я не смотрю. Просто, понимаете, просто ты понимаешь, что ты слишком. на какой-то трубе висишь. Иран, он вообще знаменит своими трубами. Да. Ой, не смейся. Это двигается вообще. Все сделано из палок. Ну, продолжать не буду. Не, нормально. Вот предупреждение, знаешь, следующее что? Какой? Не прыгните, пожалуйста. Как можно прыгнуть? Вообще. Дочка, Как можно прыгнуть? памперсы уже надо поставить. До последних заведений, получается, нужно идти пешком. Все, там ущелье уже заканчивается. И для ресторанов не очень удобные места. Ой. Вы не знаете, что мы до сих пор чувствовали. Действительно. Вот, уже вниз смотрим. Уже спокойно, уже Уже все. спокойно. Мы как Закрытыми будто глазами смотрим вниз. спокойно. Здесь также есть лестница, по которой, оказывается, можно подняться. Блин. Что с ними? Да. Потом хочет вот это деньги взять, поэтому, он пугался, блин. Hello. Хочет тут. Салам алейкум. Yeah. А, тут фотографы Он снизу хочет, смотрят. да, потом он фотку дает, говорит, деньги дайте мне. А нам не мы надо. скажем, что нет, нам не надо. То есть пока мы едем, нас уже фотографируют, да? Да. Наверху уже готовы фотографии. С Будет, бородой, да. с усами, смайлы. Вала бери?
Хочешь ты не хочешь, но наверху тебя заставляют выйти. Здесь уже тебя ждут фотки. Нам фотки не нужны. Попугаи. Selam, hoş geldin. Selam. Muhsin. Selam. Hocam şurada hoş geldin. Aa. Aa. Вы можете, в принципе, ехать вниз, а можете подняться. Еще что-то посмотреть. Вот здесь водопадики, попугаи, люди. Водопадики искусственные. Это деревня называется. Деревня, которая называется Крепость. Деревня, Да. которая называется крепость. Да. Здесь видно часть огромнейшего Тегерана. И прохладно. Хотя там, где солнце, там дышать нечем. Здесь прям ветерок хорошо обдувает. Здесь также можете покурить кальяны. Кальяны на каждом углу. Каждые 100 метров. Спускаемся вниз. Нас не хотели сажать, между прочим. Потому что... Почему не хотели нас сажать? Билетов у нас нет. Кое-как с горем пополам нашли один. Если вы не хотите подниматься сюда на фуникулере, вот есть дорога, по которой можно подняться спокойно. После таких гор я хочу есть орех. Господи. Действительно. Ну, ребята, просто смотрите, я, конечно, не смотрю вниз. Ну, смотри, ладно. Ой. Ой, Вот вот так. здесь вот прям жутко. Ноги. Ой-ой-ой. Я ноги тоже снимаю. Ты можешь сейчас прыгнуть вниз? Ой, да. Знаешь, в чем прикол? В том, что вот это двигается. А Ну, вот она, как- да, она вибрирует от ветра. Ветер. Да. И сейчас прям вибрируется. Самые лакомые туристы это из арабских стран, да? Из богатых. Да. Они вообще здесь сорят. Для них деньги это пыль, это бумажки. Поэтому цель номер один именно эти туристы для продавцов. Все остальное на втором плане. Вот Дербент. А зимой тоже здесь работает? Да, зимой тоже работает. Зимой в пуховиках вы едете здесь. Ой. Это стоит того. Знаешь, Денис, у вас говорят, допустим, девушку, которую любишь, или девушка, если тебе сильно нравится, у вас говорят, ты как кошечка, ты моя кошечка, зайка моя. А у нас говорят, ты как персик, ты как печенка, печень. Мы красивым девушкам говорим, ты такая, да, печень, но знаете, как красиво выглядит, как сыр. Нет, человек красивая, ну так. Или еще говорят клубничка. Вот так вот. Мы говорим в Иране девушкам красивым. Но это только вот с девушкой, Красивым. которая, ну, не только что красивая. некрасивым, что вы говорите? О, мы здесь ничего не говорим. Молча. Да. Ну, некрасивым. Если обижает, тогда что-то говорим. Мат. А так ничего. Вот. А красивым говорим вот так. Красивым, если твоя. Если ты начинаешь с ней... Общаться. Да, если уже начинал с ней, скажем так, дальше близкие отношения, да. Вот. Давай продолжим после фуникулера. Сейчас едем снова в город. И, между прочим, мы сейчас находимся совсем в центре, на севере Тегерана. Вот. И здесь 44 года назад был дворец
Королевский дворец последнего короля Ирана до революции король Мухаммед Реза Пахлави. Вот. И после этого случая как раз, после того, что дворец Гулистан, уже его закрыли, и король не хотел больше на дворце прошлого короля, прошлого правительства работать, потому что их не любили. Вот. И как раз от того времени уже север Тегерана стал уже главный важный момент. Между прочим, есть такое замечание. Не только ради того, что король переехал, ради того, что и здесь была очень тяжелая земля, и здесь очень тяжело было строить какой-то дом. Вот, поэтому в центре была легкая земля, там возможно было. А потом, как технологии перевезли сюда и могли здесь дальше строить. Поэтому север Тегерана уже с помощью короля остается важным районом. А девушки мужиков называют палочка моя. Столбик. Если шутит, конечно, с тобой. Палочка, где ты, палочка? Вот, смеется. Вот. Салам. Салам. Вот. Палочка. Палочка, трубочка. А если ты уже сразу, если очень-очень ей понравишься, тебе скажет, ты мой крючок. Вот. Крючок мой, правильно? Ага. Вот парень. Никак не можем сторговаться. Здесь цены в 2 раза дороже. То есть $15 просят, чтобы отсюда выехать. Даже не спрашивают, куда вам ехать. Несмотря на то, что местные люди здесь. Поэтому я знаю, где найти хорошие такси, дешевые. Заказываем через приложение. Через приложение это же расстояние стоит $4. Вот вам и дешевый бензин. С горем пополам нашли заведение, где нет музыки, есть кондиционер и где готовят дизель. В большинстве случаев все готовят кебабы. Это кебабы. Поэтому зашли сюда. На улице хорошо, но там нужно... За столом нет возможности там сидеть, там нужно на таких топчанах сидеть. Здесь хорошо, атмосферно. И еще закажем. Что мы еще закажем? Плечо какое-то, да? Плечо барана заказываем. Называется мышцы. Мышцы барана. 2 дизи. Дизи это первое блюдо, суп. Да. Суп. Суп и Бульон. плечи. Я не представляю, что это за блюдо, но, видите, постелили скатерть. Типа пачкается все. Принесли олук. Принесли вот такие вот лепешки. И тарелка с зеленью. И сок по-ирански. Ложки с вилками вот так приносят. В пакете всегда. Все зависит от заведения, на самом деле. Истак. Как квас. Теперь перешли покушать дизи. Дизи это национальное иранское блюдо, похоже на ваш борщ или бульон. Вот. Его готовят, составляют из фасоль, мяса, помидор. Их все в этот каменный кастрюль все сбрасываем.
Потом 12 часов с ночью до утра варится и варится. Сейчас скоро его увидите. И очень-очень вкусно. Его надо есть 25 раз на неделю. Его надо есть 25 раз на неделю. А потом ваши женщины вас будут назвать крючком. Так, вот это теперь дизи. Смотрите. Вот, тестуем. Это каменный кастрюль. Как вам сказали. Вот. Это похоже на толкушка. Это пусть сюда. Вот. Это возьмем. Да. Вот. И сначала его суп такой. Вот. С этим плоскогубцем. Все. Вот. Раз. Почему так держим? Это каменный. Горячо очень. И по традиционной медицине, кстати, Авиценна говорит, что самые лучшие блюда, вот, самые лучшие посуды это каменные сначала, потом медные. Дают вам очень-очень много железа. Вот теперь. Теперь следующий момент. Так, это тебе. Сейчас принесут еще. Вот это его суп. Вот. Идем. Вот. Теперь смотрите. Вот, мясо баранина обязательно должно быть. Абсолютно без никаких таких запахов. Вот. Мясо, фасоль, картошка, помидор. Приятного аппетита. Также это плечо, это мышцы плечо баранина. Тоже национальное иранское блюдо и очень-очень вкусно. Вот его тушат тоже очень долго. Начинаем. Ну, здесь еще дается вот такая вот штука. То есть вот в этом кувшинчике вы должны были все это растолочь. Мы этого делать не будем. Это на любителя. Не все так делают, это не обязательное условие. Попробуем сначала бульон. Мята. Ты сказал, если я лук буду есть, ты тоже будешь есть. Да. Есть. Бульон вкусный. Ну, какой-то необычный, скажу так, что так. Так, берем чуть-чуть гороха. Хлебе то же самое делают. Кто-то в этот суп, ну, вот этот вот, лаваш кладет, добавляет. Сейчас лимон принесу. Принесут? Да, сказал. Так, пробуем теперь. Картошка. Картошка, видите, она прям с кожурой сварена. Ну, видно, молодая. Необычно, но вкусно. Оно же и первое, оно же и второе. Не могу показать одновременно, как он его ел. Он взял лимон, выжил в этот суп, выпил его. И еще какие-то 2 тарелки с баклажаном каким-то. Непонятно, к чему это.
А вот в этой тарелке что это такое? Не знаю. Я не заказал такого. Здесь оказывается фасоль и нут. Еще есть такое? Конечно, нам немножко не повезло. Потому что возле нас сейчас будут дудеть. Может, я слышу? Да не надо, не надо, не надо. Зачем? Человек же в кафе пришел. Ну, у него такие же права, как и у нас, поэтому... Вот лимон. На поляне? Лимон в суп. Нет, пора попробовать баранину. Вкусная штука. Соль, соль, соль. Лимоном здесь сбрызгивают абсолютно все. Вот тоже мясо и горох побрызгаем. Мне понравилось вот это блюдо. Да, мне тоже. Как надо сделать? Мне показывают, выпей и все. Очень интересное сочетание продуктов. Вроде не особо заморочистое, но еще раз пробуем баранину и едим уже без камеры. Вкусное блюдо. Мне кажется, вот с него нужно и начинать знакомство с иранской кухней. Да, точно. Именно с этого блюда. Еще тем более в каменных кастрюлях. Я не успеваю за ним есть. Он очень быстро ест. Он как спринтер. Лимон. Красиво. Всё, ну и последнее на сейчас. Все, да, брызгаю? Да, все. Тебя это не пугает? Нет, я люблю. Я не понял. Вот это вот сейчас я точно пойму. Тушеные барашки. Очень нежное мясо. В приправах. Вот такая. А знаешь, еще у нас дома вот эта кость сломают, чтобы мозг был. Некоторые любят. Вкусная штука вот эта. Мне понравилось. Ну, первое блюдо было, конечно, сытное.
Это тоже сытное. Но нужно есть или то, или это. Нужно есть мяту, петрушку, соленый огурец, одну картофельку. Я только сейчас увидел, на мясе лежит барбарис. И поджаренный лучок. Ну, это вкусно, но первое блюдо вкуснее. То есть это обычно. Обычная нога. Первое было Рука. такое пикантное. Пикантный вкус у первого блюда. Но это тоже. Когда я ем это блюдо, я превращаюсь к тиграм, буйволам, слонам. Это ешь? До утра будешь как тигра. Ой. Что? Теперь его кожу снимаем. Вот. Очень вкусно. Да. Теперь ты знаешь, почему здесь принесли скатерть? Потому что все грязно. Все сыпется, я теперь понял. Вот. Поэтому эта еда надо вот это сначала поставить, чтобы всегда все было чисто. В общем, ты Как персик. иранский тигр. Да, уже, вот видите, мясо. На выходе нам разрешили... Проходи. Разрешили зайти на кухню и показать. Салам алейкум. حال چطور؟ اینجا مثلا من فول انگلیسی خوبی چه خبر؟ Как это блюдо называется? Вот то, что мы и хотели? بگو این کبه عربیه این برنجی کوبیده شده میره داخل این البته بگو این جز غذای رستوران نیست برای بنده خدا اینه Сам? Все приборы, ухваты, толкушки. Ну там большие кастрюли. Туда не будем подходить. Ну, с газом здесь нет проблем, смотрите, какое мощное давление. И здесь всегда что-то варится. Много-много риса. Рис. И повара. Спасибо. А, вот как раз плечо барана, которое мы ели. گردن Gerdan и плечо. نه تمامش Сейчас будет. کلا گردن Все. Спасибо. Счастья вам. Уходим отсюда. И девушки спокойно сидят, курят кальяны. Без проблем. Когда ищешь еду, ее нету. Когда она не нужна, ее полно везде. Идем вниз. Слева, справа одни рестораны. Здесь вот продают тутовник, орехи и всякие сладости. Вот это вот вкусная штука. Я знаю, кисленькая. Там абрикосы. И какие-то сладости.
Вон интересная пастила. Все поливают. Пойдем вниз. Тяжело снимать обзоры еды за один день, максимальное количество еды. Даже если по чуть-чуть пробуешь, все равно там чуть-чуть, там чуть-чуть. День короткий, а нужно перепробовать максимум. Ну, благо Фауст отзывчивый в этом плане. А сколько сейчас вышло у нас вот это все последнее? Это 1,5 миллиона туманов, получается $15. $15. Ну, адекватная цена. Там бы дороже в горах вышло. Ты говоришь, такие же цены, нет, там дороже вышло. Так, нам на ту сторону надо или куда? Сейчас машину заказываем. Такие вот электрические переходы. Электроподъемники. Уважают старость в этой стране. Чтобы старичок не мучился, не поднимался туда. Вот. Встал и поехал. Решили никуда не ехать, а остаться здесь. Зашли в соседнее заведение. Просто чай. Чай. С чем? С чаем. Не могу разобрать вкус. Чувствую корицу. По-моему, даже кардамон добавили. Любят пряные чаи здесь. Жара потихонечку спадает. Поэтому становится более комфортно. Пока пьем чай, увидел, как здесь готовится хлеб. Ну, получается, это уличная страна кафешки. Кто-то заказывает 2-3 лепешки, 2-3 лаваша, готовится и сразу относится. Всегда свежие. Везет нас такси куда-то в центр теперь. Хотелось бы очень подметить для тех, кто хочет поехать в Иран. Вы особо не обольщайтесь. Если вы не знаете местного языка, не знаю, там, таджикского, афганского, то здесь не все так просто, как вы думаете. Посмотрев чужое видео, нет. Английский знают единицы. Цифр нету, букв нету. Поэтому будете здесь долго и долго блуждать. На всякий случай лучше обзаведитесь связями или ищите себе гида местного, обязательно местного. Во-первых, все непонятные вопросы всегда разрешит договориться. Будет, в общем, намного проще. Я столкнулся с этим и понял, что очень весело быть одному здесь. Приехали уже в другой район. Сейчас будем попробовать фесенджан. Это мясо в гранатном соусе. Вот. И будет очень вкусно. Его надо тоже съесть 25 разов на неделю. Вот. Сейчас Денис попробует и вам скажет, какого по вкусу. Да, Денис? Как тебе прошлая еда? Нормально была? Как тебе в Тегеране? Машины нормальные? Все в порядке, видишь? Ресторан этот закрыт. Поэтому мы куда-то идем в гору. На
Ну а Мустафа тем временем кидает жалобы на таксиста. Пачками причем. Он нас высадил не там, где нужно, потому что к нему пришла заявка, он быстрее нас скинул. И по дороге не включил кондиционер. А это что значит? А это значит, что 7 часов он будет без работы сидеть. Здесь вот такие вот санкции действуют. Так, вниз туда пойдем? Да, пошли. Парк черепах. О, привет, еще раз. Черепаховый парк, да? Да. Посмотрим, что. Как сейчас, спят или нет? Что он говорит? Есть черепахи? А? Там кроме черепах ничего нет больше? Да есть какие-то животных есть. Несколько. Хотите посмотреть, как уступают? Никак. Не успел перебежать, все. Вот, Вход туда? да. Ну, это зоопарк, я так понимаю, да? Не зоопарк совсем. Там Ну. еще посетить. Мы не стали уже спускаться вниз, потому что там одни любовные пары там целуются. Мы решили им не мешать. Вот, идем дальше. Не, Пусть бу- занимаются. не будем смотреть на черепах, в общем. Там говорят, какие-то черепахи есть. Спускаемся вниз. У нас, между прочим, ни одно заведение с первого раза не получается освоить. Мы по 5 раз ищем кафешки. Ну, так вот. То есть это все не наиграно, это все по-настоящему. Следуем, да. Вот. Просто вот это... Громче говори, не стесняйся. Просто вот эта еда фасенджан, это вообще-то такой домашняя еда, и его... Редко он- найти. Да. Он редко найдется в ресторанах. Вот, поэтому надо больше искать, что там, где будет свежее, хорошее. Вот еще пара сидит. Лучше не мешать. Скоро у парня. Сами понимаете. Вот, ладно. Я еще заметил, что здесь очень много тутовых деревьев, но нету плодов. Можно, конечно, подумать, что сейчас типа не сезон, но сейчас должен быть сезон, потому что плоды продаются, ягода вот эта. И вокруг деревьев просто чисто. Если деревья плодоносят, там бардак всегда возле дерева. Все это падает, сладость, темные пятна. Здесь какие-то неплодоносы. И кошки здесь все замызганы. Улицы в Тегеране очень интересные. Вот вроде бы все стоят на остановках. Я никогда не видел общественный транспорт, чтобы подходил к этим остановкам. Они просто стоят. Просто стоят и наслаждаются. Вон автобус есть. Только сказал, что его нет, он появился. Здесь до сих пор продаются диски. И не только диски. Здесь можно еще найти кассеты. Абба. Союз. Местные певцы. Раритет. Ходим уже час в поисках туалета. Не можем найти. Реально нет туалета. Здесь какие-то непонятные строения. Все моднявое. Увидели какую-то стройку. Вообще, Зашли туда. Нас там не пустили. У них стоит это. Нет, и все. А почему нас не пустили? не пустили, говорит, нет. Афганцы были. Они афганцы? Да, афганцы. В общем, строители афганцы не пустили нас. Пошли наверх, там сказали. Мы уже 2 километра бродим.
С этим, конечно, вот проблема в Тегеране. Нету общественных мест. Покупайте себе заранее хаггисы. Так, пошли найдем. О, мечеть, пошли. О, А в мечеть можно в туалет? Ничего не скажешь? Ну? нет, мечеть. Можно? Туалет, мечеть, Без да. проблем? Здесь не мечеть, да, пошли. Мечеть в мусульманских странах всегда спасает. То есть 100% можно попасть в туалет. 100% можно зайти и попить воды. Ну, если уж прям вот совсем плохо, мне кажется, Ой, в мечети всё даже и хорошо. хлеб дадут, да, если уж совсем все да, плохо. да. Без проблем? Мечеть, без проблем. Мечеть это То есть дом. накормят. Ну, это не прям пришел, насыпьте меня. Вот если прям вот реально беда, я думаю, помогут. Это такое место, где не отказывают. Практически на каждом доме можно увидеть фотографию президента. Скорбят. Все скорбят. Говорят, хороший человек был. То есть местные его уважали. Это обычная столовая, куда мы пришли. Здесь самообслуживание. Взяли мы по йогурту. Йогуртов много здесь, очень. Есть белый, есть с травой, там есть. Давайте попробуем. Это с орехом. Ну, вкусная штука. Какой-то портулак, что ли, там. Так, пробуем вот эту штуку. Как еще раз она называется? Фесинджа. Фесинджа. Это мясо подавалось отдельно, и потом что-то типа какого-то, я не знаю, карри, соуса добавили в эти куски мяса. Я взял под гарнир плов попробовать с фасолью. Она сладкая должна быть? Нет. Нет? Что-то мне прям сладкое попалось. Трава это мята. Я что-то не понял, что мне сладкое попалось. Это не рис. Это вот эта штука сладкая. Она прям сладкая. Сладкое. Ты чувствуешь? Да. Так должно быть? Да. Так должно быть. Йогурт с рисом. Пробуем. Попробуем мясо отдельно, без вот этой, без вот этого соуса. Ну, мясо тоже какое-то сладкое. Я не могу понять. Для меня непривычно столько много сахара, столько много сладости. Вот это что за штука? Это кикевал. Это мне надо. Сумак. Сумах? А, ну пойдет. Еще раз. Блин, ну... Это сладкое. Это на любителя. Сладкое мясо это на любителя. Еще раз йогурт с рисом. И дом так тоже готовят.
Это здесь такое сладкое? Прям сладкое, вот прям сахар. Второй раз я бы это блюдо не взял, честно скажу. Это 100%. Это не мое. Вот как для меня, как сладкий суп есть, или сладкую шурпу, то же самое. На выбор есть мясо в таком соусе и лежала отдельно птица. Вот птица тоже в таком же соусе подается, ну, то же самое. Сладкая курица, сладкое мясо. Рис спасает. Говори всю правду про это блюдо. Хорошо. Ну, сильно сладкая. Не должно быть до такой степени. Вот, видите, Денис тоже свой мне давал, уже все. Да. Не надо было так много сахара туда наливать. Кстати, это не сахар вообще-то, и гранатный соус. Соус. Вот. Ну, его очень Да. много там. Да, его очень много, поэтому Денису не понравился. Денису не понравился. Мне йогурты нравятся ваши. Да, он прав. Сильно сладкое, блин. Ешь базилин, ешь мясо. Как-нибудь компенсируй себя. Завтра будет еще лучше. На обратном пути мы поменяли деньги и зашли в парк. Как называется? Театр. Тотрешар. Театр. Что здесь происходит, скажи мне. Я ничего не В говорю. общем, мы сели на лавке, а мне потом он только сказал, что здесь собираются парни нетрадиционной ориентации. И что здесь надо делать? Здесь надо сделать серьезное лицо, что некоторые не ошиблись. На нас? Да, да. В общем, быть осторожным здесь нужно всегда. А то, возможно, что предлагали вас. Ну, в общем, да, здесь собираются такие ребятишки, и все это прекрасно знают в этом городе. Сейчас как раз на эту тему разговаривали. То есть здесь все читается по глазам. Вот, как говорится, читай между строк. Там все написано. Ну, мы просто посидеть пришли. Ну, мы серьезно, честно. Только чтобы просто посидеть пришли сюда. Не больше, даже и меньше. Все. Например, только что пошла девушка, ну, это была у нее проблема, скажем так, с физиком. С физиком. Вот, трансгендером был, короче. Вот. Как раз именно, сами знаете, что во всех странах есть такие, Давайте скажем так. покороче. Прошел которые- трансгендер. Да. Вот. Я себе старался найти. Но сзади он очень сильно похож на девушку. И То нас есть это прям видит, что девушка. нас двое. Все, пошла уже. Пойдем боялась. отсюда. Пойдем отсюда. Думал, персидские, русские вообще. Слышь, Уже тяжеловато будет. не, на уже самом деле поздно. здесь что-то некомфортно. Пойдем отсюда. Ощущение плохое, да? Да. Пошли. Ушли мы оттуда, мы чуть дальше прошли. На самом деле я увидел парней, такие утонченные, грациозные, глаза подкрашенные. Ну, видно, что это не необычная ориентация у них. Хотели посидеть, но нам сказали, лучше тут не сидите. Блин, там его знакомые, потому что люди начинают как-то реагировать на нас неправильно и думают, что мы тоже влюбленная пара с ним вместе. На нас уже так стали ориентироваться. Вот. Он меня имеет в виду. Но это не факт. Если чуть-чуть дальше зайти, то там есть и девушки, которые себя предлагают.
В общем, все это дело находится напротив посольства Армении. Правильно? Правильно. Почти. И вот здесь вот еще есть такие кебабы. Почки, печень, курдюк. Но это все так мелко-мелко нарезано. Курочка и не знаю, что здесь. Здесь прям один жир. Почки, наверное. Скорее всего, по 5 штук или по 3. На подходе к этому парку, вот мы сейчас просто одновременно даже поймали взгляд на двух пацанах. Худощавые всегда и подкрашенные глаза. Подведенные, правильно? Да, говори прямо. Подведенные глаза. Ну, я говорю прям просто. Да. Не знаю, чем они подведенные. Тушью, скорее всего. Но есть такое дело. Шли мимо книжной лавки. Как переводится? Моя борьба. Адольф Гитлер. Так вот здесь спокойно продается, без всяких проблем. Да. И в Иране очень много продавалось, между прочим, эта книга. Очень многие зарабатывали. Не, зарабатывали с этой книгой. Будьте аккуратны, когда садитесь на незнакомые лавочки. Садитесь, наверное, только днем на них. В этом парке. В этом парке. В этом? Нет, серьезно. Вообще в любой стране. Парк — это всегда место встреч и прогулок.